Сказание про злость. Жил-был в одном темном лесу огонек. Не огонь в обычном смысле, а такой, живой, как искорка, что прыгает, когда бросаешь в костер сухую ветку. Он всегда был немного сердитый, вспыхивал, когда что-то шло не так, потрескивал, когда кто-то обижал его, и разрастался, если никто не обращал на него внимания. «Почему ты такой злой?» — однажды спросил его ветер. Огонек взвился. Да потому что все вокруг такие медленные, неуклюжие, не понимают меня. Я хочу, чтобы все было быстро, честно, правильно. Ветер покачал из стороны в сторону, подумал и улыбнулся. «Ну ладно, пойдем со мной. Куда? Погуляем, узнаем, как мир устроен». Огонек фыркнул, но пошел. По дороге они встретили реку. Она спокойно текла, журчала, несла листья и отражала небо, Ну, допустим. сказал огонек. И что? «А что ты видишь?» — спросил ветер. Вижу, что она слишком медленная. Почему она не бежит быстрее? Река только улыбнулась. «Если я буду торопиться, то могу разрушить свои берега. Мне важно быть такой, какая я есть». Огонек задумался, но не признался, что что-то понял. Они пошли дальше и наткнулись на камень. Тот лежал неподвижный, смотрел в небо. Фу, какой скучный. Пробормотал огонек. «А может, просто устойчивый?» — уточнил ветер. Камень сказал. Меня не сдвинуть с места ни криком, ни злостью. Я есть, и этого достаточно. Огонек замер. А потом ветер привел его к луне. Она висела в небе, светила, ни на кого не злилась, никого не торопила. Почему ты такая спокойная? Спросил огонек. «Потому что я принимаю», — мягко ответила луна. «Знаешь, злость — это просто энергия. Если ты ее сдерживаешь, она сжигает тебя. Если выпускаешь бездумно, сжигает других. Но если понять, почему она появилась, ее можно превратить во что-то важное». Огонек затих. В ту ночь он долго думал. Он осознал, что злость — это не зло. Это просто огонь, который можно использовать по-разному. Можно сжечь все вокруг, а можно согреть и осветить путь. И с тех пор он больше не сердился понапрасну. Он научился быть светом, а не пожаром.